Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин, и сегодня приготовим два самых лучших рецепта закусочных слоек из слоеного теста. Первый рецепт – это настоящая находка. Готовлю очень часто и всегда мало. Тесто буду использовать покупное слоеное, бездрожжевое. Если будете использовать дрожжевое, слойки будут намного пышнее и выше. Размораживаем тесто обязательно в холодильнике. Слоеного теста у меня большой пласт, весом 900 грамм. На первые слойки беру ровно половину, 450 грамм. Присыпаем стол мукой и слегка раскатываем тесто. Разделяем квадрат на 6 равных кусочков. Кладем тесто на противень, застеленный пергаментом. И каждый кусочек по краям смазываем взбитым яйцом. Для начинки нарезаем 4 вареных яйца небольшими кубиками. Два пучка зеленого лука. И кубиками плавленый сырок. Но в оригинальном рецепте он не идет, можете его не добавлять, но мне с ним было еще вкуснее. Все ингредиенты высыпаем в миску. Туда же натираем на средней терке примерно 50-60 грамм твердого сыра. Добавляем в начинку 2 столовых ложки сметаны любой жирности и тщательно перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. Теперь на каждую слойку кладем примерно по 3 столовых ложки начинки. Ее можно слегка придавить ложкой. Дополнительно края слоек можно посыпать кунжутом. На этом этапе духовка должна быть разогрета до 190 градусов. Выпекаем 10-15 минут в зависимости от вашей духовки. Готовность можно определить по румяным пышным бортикам. Готовые слойки с яйцом, луком и сыром очень напоминают знаменитые пирожки с яйцом и луком. Только это очень быстрый, даже ленивый вариант таких пирожков с добавлением сыра. Особенно когда хочется таких пирожочков, а времени совсем нет, этот рецепт вас точно выручит. Теперь приготовим вкуснейший второй вариант слоек лодочек. Раскатываем второй пласт теста и разделяем его на 6 частей. Берем первый кусочек и раскатываем его максимально тонко, в прямоугольник. Теперь с широкой стороны скручиваем тесто в трубочку и также скручиваем другую сторону. Еще в эти бортики можно добавить немного тертого сыра. Далее скрепляем тесто с двух сторон, чтобы получилась лодочка. Бортики смазываем взбитым яйцом. И далее готовим начинку. Для соуса смешиваем столовую ложку домашнего майонеза с соусом для пиццы. Его можно заменить обычным кетчупом. В каждую лодочку добавляем по 1 столовой ложке соуса.
Добавляем копченую солями кубиками, либо можно заменить на отварное филе. По 1 столовой ложке нарезанных помидор и еще немного маслин. Теперь натираем 100 грамм твердого сыра и посыпаем лодочки. Ставим слойки пиццы в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут. Готовые лодочки невероятно вкусные в горячем виде. Тесто получается слоистое, тонкое и румяное, а начинка очень сочная благодаря высоким бортикам. Если бы еще в них завернуть сыр, получилось бы еще сытнее. Выбирайте свой рецепт вкусных слоек. Ну и, конечно же, напишите в комментариях, какие ваши любимые слойки и с какой начинкой. Всем огромное спасибо за внимание, готовьте с удовольствием и не бойтесь экспериментировать. До новых встреч!